Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео я подробно расскажу, как приготовить пышный шоколадный бисквит. Он готовится быстро, просто и подойдет для любого торта. В миску побольше вбиваем 5 средних яиц. Желательно, чтобы они были комнатной температуры. Добавляем щепотку соли, 200 граммов сахара и начинаем взбивать миксером до посветления и увеличения в объеме примерно в 5 раз. На это уйдет примерно 5-10 минут. Но лучше ориентироваться не на время, а на консистенцию взбитых яиц. Такое тесто замешивается быстро и долго ждать не может, поэтому духовку я сразу включаю разогреваться до 180 градусов. В итоге должна получиться вот такая очень пышная масса. У меня это заняло 7 минут. Если след от венчика не растекается несколько секунд, значит яйца взбиты достаточно. Дальше добавляем 100 граммов молока, 70 граммов растительного масла без запаха и перемешиваем уже лопаткой движениями снизу вверх до однородности. Молоко и масло обязательно должны быть комнатной температуры. Можно заранее достать из холодильника, либо немного подогреть в микроволновке. Важно не мешать слишком быстро, иначе яйца могут опасть. И как только масса стала однородной, сразу же останавливаемся. Отдельно соединяем 160 граммов муки, 30 граммов какао и 10 граммов разрыхлителя. Немного перемешиваем и в 2-3 приема просеиваем к яйцам. Перемешиваем лопаткой аккуратными, но уверенными движениями снизу вверх. Как только первая часть более-менее вмешалась, просеиваем следующую. И перемешиваем, пока не останется ни одного комочка муки. Важно не мешать слишком быстро, чтобы сохранилась воздушность теста и бисквит в итоге получился пышным. К этому времени духовка у вас уже должна быть разогрета до 180 градусов. И как только вмешались сухие ингредиенты, тесто готово. В итоге должно получиться вот такое пышное, воздушное, шоколадное тесто. Выпекать бисквит я буду в форме диаметром 20 см. Будет достаточно застелить пергаментом только дно формы. Выливаем готовое тесто и затем немного простукиваем форму, чтобы тесто равномерно распределилось и бисквит получился более ровным. Отправляем выпекаться при 180 градусах 30-40 минут. Первые 20 минут духовку ни в коем случае открывать нельзя, иначе бисквит может опасть. Мой бисквит уже готов. В моей духовке он выпекается ровно 40 минут. Готовность обязательно проверяем деревянной зубочисткой в центре. Она должна оставаться чистой и сухой. Оставляю его остыть на 10-15 минут. Затем острым ножом прохожусь по краю. Снимаю форму и перекладываю на решетку до полного остывания. После того, как бисквит остынет до комнатной температуры, его необходимо переложить в пакет, либо обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на пару часов, чтобы в нем распределилась вся влага и он меньше крошился при нарезке. Такой шоколадный бисквит можно использовать в абсолютно любых тортах. Он получается достаточно высокий, и его можно разрезать на 3 или даже на 4 коржа. Можно пропитать молоком, кофе или классическим сахарным сиропом. Сам бисквит получается в меру сладкий, очень мягкий и с приятным шоколадным ароматом и вкусом, а еще эластичный и очень воздушный. Рецепт очень простой, получается у всех, поэтому сохраняйте, делитесь с друзьями и буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита
и удачной готовки!